Леночка, здравствуй. Здравствуй. Я хочу тебя спросить немножко о той практике, которую ты преподаешь и которой ты занимаешься сама. Что такое мандала? Что такое это для тебя? Почему именно мандала? Почему такое название? И для кого эта практика? Почему мандала? Потому что мандала — это образ Вселенной. И во Вселенной соединены все функции, все проявления, все качества, все качества целого, божественного. И мандала — это древнее название. Это также передано из различных глубинных практик и разных традиций, разных культур. Везде есть символ мандалы как сакральной геометрии. Сакральная геометрия, которая объединяет все состояния, все проявления целого. И танец построен именно на сакральной геометрии, именно на сакральном качестве сознания, энергии и тела. И практика, именно эта практика, она сделана для женщин, она передана для женщин. Также есть похожие практики танец Шива, или суфийские практики, или бурджиевские, которые соединяют наше состояние энергии, сознания и тела в одно целое, в одно единство. И когда у нас все качества проявлены, соединенные, осознанные, тогда мы присутствуем в состоянии божественного. Это и есть мандала, это и есть танец мандалы. И также эта практика, она помогает трансформировать все свои боли, все свои переживания, не признанные, не осознанные части, либо те части опыта, которые мы проживаем во время жизни, во время рождения, их поднять в осознание, их поднять в присутствие и из качества ясности, из качества любви быть вот со всеми этими частями. Это, в принципе, такой процесс сакральной встречи с собой. И он не проходит быстро, он не случается как техника, потому что это в какой-то степени, как встреча любви, она не может быть запланирована, но она происходит доверие, она происходит соединение вот, запредельным состоянием, запредельным состоянием дома и состоянием нашей изначальной природы. И даже когда мы практикуем танец, эта встреча, она случается постепенно, постепенно, постепенно. Допустим, когда мы растем, мы начинаем познавать мир. И он не проявляется как бы сразу же, он происходит постепенно. И когда мы исследуем, допустим, как растут деревья, как идут циклы жизни, как проходит тот или иной этап от рождения до смерти. Точно так же через практику мы начинаем проходить все циклы от рождения до смерти и входим в этот глубокий резонанс с целым и глубоким пониманием и проживанием целого. И это не знание ментальное, это не знание книг, а переживание собственного опыта. Что есть тело, что есть дыхание, что есть моя правда, что есть мое присутствие. И исходя из этого осознавания, исходя из этого обнаружения
тогда уже мы начинаем простраивать свою жизнь, свою деятельность, свою работу и все отношения вот из другого качества. Но это не процесс, что мы сделали эту практику и все закончилось. Вот мы научились пению и все, и мы поем. То есть это процесс постоянный, это процесс раскрытия себя, своих частей, и в то же время обнаружение, где источник любви, где источник дома, где источник души. То есть когда все начинает вот соединяться в центр, в одно целое, вот, в одно присутствие в целом. И для меня это процесс любви и путешествия внутренней души, соединение с духом, соединение с целым, и в то же время растворение в целом. Мы очень много присутствуем в жизни. И мы играем разные роли, разные качества, разные истории. Но это еще не то, что кто мы есть на самом деле. Когда мы пришли в этот мир, мы помнили, зачем мы здесь, что мы хотим реализовать, каково наше предназначение, какова наша природа. И потом со временем воспитания родителей, воспитания общества мы забываем тот внутренний голос, который говорит нам истину, говорит нам правду. И есть способы, есть практики, которые помогают снова вернуть себя к себе, кто мы есть. И вот для меня мандала — это одно из красивых переживаний, как возвращаться с собой, как быть дома. И также проходить все различные этапы, которые сложные, тяжелые, где у нас поднимаются страхи, где у нас поднимаются переживания, где мы боимся с чем-то соприкоснуться. Это также способ привнести туда ясность, свет, осознанность. И это также помогает вот эта практика, этот танец и, естественно, те другие медитации, которые мы даем для женщин на семинарах мандалы. А какие еще практики в медитации, кроме танца, есть на семинарах мандалы? Практик очень много, мы их собрали, исходя также из своего собственного опыта. То, что помогает соединить вот одну или другую часть своего бытия, своего качества. И Танит очень красивую технику дала, передачу Кали медитации, то есть это возвращение в свою силу, в источник, соединение с землей и соединение с своей собственной правдой. Потому что пока мы не поймем, где есть правда, где есть истинность, мы можем двигаться очень долго, ища, что же на самом деле есть правда. И далее построены так практики медитации, чтобы осознать все различные качества нашей природы. И мы даем через архетипы, чтобы увидеть через образ, какие могут быть проявления женской природы, и также какие могут быть проявления мужской природы. И медитации, то есть мы используем тантрические медитации, даосские, расстановки, суфийские. Я использую очень много танцев различных, африканских, бразильские, контактная импровизация, джипси, потому что все качества, все танцы также помогают раскрыть то или иное состояние природы. А скажи, пожалуйста, насколько сложна эта практика и должна ли женщина, которая начинает заниматься мандалой, иметь какую-то подготовку, танцевальную или какую-то другую? С одной стороны, она очень простая, с другой стороны, она бесконечно сложная. Потому что
Всегда, когда мы думаем, когда мы что-то знаем, это тоже как бы такой трюк ума, что ну все, вот я знаю форму, я знаю движение, и все этого достаточно. Но это просто как понимание ума, потому что как океан знать невозможно. Да? Его можно проживать каждый день. То есть можно в нем плавать, купаться, можно понимать, как он устроен, как он проявляется, но знать это невозможно полностью. Также и практика, она с одной стороны проста, потому что она из основных принципов женской природы сделана, и могут ее практиковать все женщины вне зависимости от прошлого опыта и сколько женщине лет. Но желательно, чтобы это было после 18, это уже созревание, и до 70, до 80. Так как у меня очень много женщин, которые 70 с чем-то тоже приходят на практику. Скажи, пожалуйста, а как развивается женщина внутри этой практики? Вот, например, я ничего не знаю о мандале. Я пришла первый раз и танцевала этот волшебный танец, мне очень понравилось. Какие семинары, вернее, какова последовательность семинаров для того, чтобы я правильно и глубоко вошла в эту практику, именно так, как ты и Танит заложили это? Мы сделали семинары 3 ступени. Первое — рождение, цветение и зрелость. В рождении мы даем как раз основу основ, как раскрывать все качества архетипов, все качества энергии женских. Да? И когда женщина действительно начинает встречаться с собой, узнавать, кто она и что на самом деле, и что она проживает, свою историю или историю рода, историю нации, или историю верований определенных. То есть вот здесь как раз происходит такое распознавание, что и что. И этот семинар, он действительно называется «Рождение», потому что женщина начинает рождаться в себе. То есть она начинает вспоминать, пробуждаться, кто она есть на самом деле, как она живет эту жизнь, и что в ней действительно заложено, какая потенциальность. И вот после вот этого семинара тогда можно проходить уже семинар мандалы, танца как таковой, потому что без основных знаний о себе невозможно дальше глубоко идти в сам танец, потому что это будет как бы очень медленное осознавание и понимание самой практики мандал танца. Поэтому вот очень важно пройти снова рождение. Естественно, потом, когда женщина хочет двигаться и раскрываться дальше, это цветение, то есть это цветение и зрелость. На других семинарах мы даем очень много практик, которые для всех, вне зависимости от пары, не пары, либо от возраста, либо от опыта, если у людей нет опыта медитации или нет, это не важно. То есть женщина может приходить на эту практику со своим партнером, вот, кроме танца, да? Да, конечно. То есть у нас есть также и семинары для пар, есть семинары для мужчин, для женщин, то есть для раскрытия внутренней природы. Скажи, пожалуйста, есть ли какие-то возрастные ограничения или ограничения по здоровью для тех женщин, которые Естественно, мы занимаются? спрашиваем ограничения, если есть какие-то после операции, либо операции были сложные, либо какие-то сложные болезни, естественно, конечно, либо психические заболевания, нам это важно, потому что когда поднимается энергия, поднимается кундалини, то есть могут произойти какие-то сложности, естественно, как и в спорте или как в простых танцах, поэтому нам очень важно знать, то есть нет ли каких-то сложных, таких тяжелых болезней, конечно, в этом есть ограничения. В основном девушке лучше приходить после 18, потому что есть уже какая-то зрелость, осознанность, что она хочет, что она не хочет, чтобы это не было также руководством там, мамы или папы, что ты должна или что ты обязана, что у нее есть свой внутренний выбор и внутренняя свобода, которой она хочет распознавать себя и двигаться. А до
То есть пока женщина хочет познавать себя, это любой возраст. То есть 70 и 80. То есть ограничений нет. Ага. А как часто нужно заниматься этой практикой, как часто нужно танцевать? Нет такого, как часто. То есть каждый для себя берет тот ритм, в котором ему хочется находиться. То есть практики, они даны, и это наше осознание, это наше понимание, как мы хотим жить, как мы хотим работать с телом, с энергией. То есть это личная ответственность каждого человека. Есть ли какие-то рекомендации, как часто нужно посещать семинары, которые даются помимо танца? Я бы, честно, советовала слушать свой внутренний голос, свою внутреннюю правду. То есть, если внутренний голос, интуиция говорит, да, вот мне нужно идти, значит, это будет действительно истинным, ценным. А если это просто какая-то ментальная очередная концепция, что вот замечательные семинары, вот я еще туда пойду, то это просто набор очередных каких-то знаний, набор практик, но для меня это ничего не значит, потому что если мы учимся чему-то, то есть тогда нам нужно это использовать в жизни, практиковать. А если это не используется в жизни, то зачем все эти практики? Скажи, пожалуйста, как эта практика повлияла на твою жизнь? Что мандала дала тебе? Нет, сначала моя жизнь повлияла на меня. А потом, это как в практиках я уже давно, 20 лет. И то есть для меня всегда был поиск истинности. И зачем я здесь? И распознание, что есть женщина, что есть любовь. Вне зависимости от того, как складываются события внешние. А вот что есть изначальное состояние любви? И вот этот поиск, вот эта встреча, она меня проводила в разные путешествия. И когда через большой опыт уже различных медитаций я обнаружила, что мне не хватает женской части, это женской природы, и я ее еще не знаю, то есть тогда у меня проявился внутренний зов, что я хочу узнать, кто я такая как женщина, и как быть с этой природой, как понимать ее, как слушать ее и как реализовывать ее. И вначале я делала тантрические практики дыхательные, которые помогают раскрыть глубоко тело и которые помогают глубоко раскрыть всю систему. И после этого появилась вот эта древняя память о танце, об этом опыте моей души. И тогда пришел этот танец, тогда пришла вот эта часть меня. Скажи, пожалуйста, как часто в Москве происходят вот эти практики и где можно в Москве получить информацию о том, в основном мы оставляем все на нашем сайте, где женщины-ведущие, которые прошли обучение у нас, где они проводят, по каким клубам, по каким центрам. В основном вся информация есть на сайте. Какие бы пожелания или рекомендации, пожелания, скорее всего, ты бы сказала тем женщинам, которые только начинают эту практику и которые вот только-только соприкасаются с ней? Красивый опыт встречи с собой. Потому что ничего не может быть более сильным, более явным, когда мы действительно встречаемся с собой. Потому что то, что я обнаружила в своей жизни, за всеми поисками медитации, знаний, различных видов, я искала себя.
вот свою глубину, свою суть, свою, вот действительно, кто я. И пусть для женщин вот этот путь будет очень легким, ясным и наполненным принятием любви. Спасибо. Движение корпуса, как бедра двигаются. Вместе со всеми органами, вместе с животом. Дыхание не пережимайте в груди, дыхание через все тело. Пускай вдох и выдох через все тело. Вводите назад очень часто, тренировать руки назад. Вот эту восьмерку, когда мы закрепляем руками назад, то есть очень выводите ее вперед. Соединяем движение, дыхание и шаг. Доводим до конца, движение рук назад. Смотрите, вот сзади вы сбрасываете вот эту восьмерку. Мы доводим в бедра. Останавливаемся. Открываем руки вверх. Выводим энергию в бесконечность. Плечики расслаблены. Дыхание через все тело. Чувствуйте лицевую корону над макушечкой. Вокруг этой короны рисуем восьмерку. Чувствуйте вот ваш энергетический столб. Берите щекотку. То есть, когда мы вот эту восьмерку проводим, мы проводим ее именно через этот столб. То есть, если у нас руки здесь, то мы не проводим ее, да? То есть, когда вы держите чашу, допустим, как восточная женщина держит чашу, над головой. Точно так же, когда мы восьмерку рисуем, вот эту энергию направляем, мы ее направляем в бесконечность. То есть, здесь тормозим, здесь тормозим. Мягкое состояние. Что происходит? Она нас держит. Контролируйте на это протяжение. Если чуть-чуть меньше будет протяжение, мы хотим энергию в левой и правой части тела. В каждом центре, потому что везде они разные. Где-то вы можете чувствовать тяжесть, где-то легкость, где-то жар, где-то покалывание. Так? Допустим, если какие-то покалывания, то там энергия распределяется. Это состояние распределения. В каждом центре. Здесь самое важное, чтобы мы чувствовали это состояние и соединяли его вместе с визуализацией. Если мы смотрим, мы настраиваемся на себя, вот здесь у меня вот это переживание, здесь вот это. Я начинаю гармонизировать и выстраивать свою энергию. Если также я начинаю видеть, как у меня проходит энергия по всему телу, какие каналы, я начинаю распределять. Вот здесь нужно вот это восстановить, здесь нужно вот это восстановить. И также энергия всегда будет через суть тела, через стопы. Расслабляемся.
назад, наверх, вниз. Наверх и назад. У тебя радужное свечение на полу от твоей. Смотрите, вот если тело не проходит в движение, то есть там застревает что-то, да, давайте туда дыхание еще глубже, и визуализация радужного света, что проходит в эти части тела, крестец, копчик, бедра. Энергия начинает расплавляться в то состояние жесткости, которое есть в теле. То есть прямо представляешь, что оно туда все проходит. Тело начинает смягчаться. Почва начинает умываться водой. Нам легко будет путешествовать на корабле. Раньше хочу было. Естественное состояние. То есть пока естественное состояние. То есть когда вам нужно в океане плавать, совершенно делаем картину, мы расслабляемся, она у вас есть, вы ее уже чувствуете, соединенная с нее, и шестая. Расслабь коромысло. Отпусти. Отпускайте память. Естественная последняя точка. Вот она. Где здесь последняя? Смотри, какой верхний часть стоит, не прыгаешь. И как это все направление было на тело. То есть мы начинаем рисовывать нашу энергию, нашу расслабляй шею, отпускай энергию вверх. Когда мы движемся, направьте руку вот сюда. Живот. Вот это движение прямая спина. Перенесите завтра пустые руки.
Потому что одна энергия идет вверх, а другая энергия идет вниз. Они все время, вот эти центробежные, нисходящие и восходящие. Когда мы открываем, тогда вот у нас открывается все тело. Тогда нам легко будет очень легко. Видите, как вот этот шарик туда-сюда. И вот у нас здесь энергия поднимается, а энергия вниз не проходит, и поэтому голова кружится. Поэтому очень важно расслабить анус, отпустить энергию вниз и сильно. I'm ashamed to call myself human and afraid of God. The fragrant breath, like my soul is screaming in ecstasy every fight. На живот, на сердце. Закройте глаза. Верните всю энергию в свое тело. Все присутствие в своем теле. Пускайте чувства, пускайте боль, которая остановилась в нашей памяти. Вместе с этим движением всем телом. Снова ставим. Волну вниз проходимся, как через голову сначала, потом по всему телу, через вниз выдох. Наверх вдох. На обе руки ложись. Через расслабление вниз. Вокруг большой кружочек. Другую сторону. И расслабленный мягкий. Маленький, все маленький. Одним бедром ложимся. Здравствуйте, меня зовут Людмила. Мы собрались здесь на сертификационный семинар по храмовому танцу мандала. И я попрошу женщин, которые здесь представляют мандалу, поделиться своими впечатлениями, поделиться своими состояниями, которые приходят к ним в этой практике. У меня к вам несколько вопросов. Это что такое для вас мандала? Поделитесь, пожалуйста, вашими переживаниями, которые приходили к вам в других практиках, которые составляют практику мандалы, которые входят в нее.
Что дает вам практика мандалы в этой жизни, в вашей жизни? И почему вы выбрали эту практику для себя? Меня зовут Ольга, я из Санкт-Петербурга. В мандалу я пришла из йоги, хатха-йоги. В принципе, хатха-йога мне очень помогла в тот период моей жизни, когда мне было довольно-таки тяжело. Вот. А после этого я почувствовала, что я хочу заниматься танцами, чем-то более женственным. И именно мандала для меня это как женская йога и помогает мне раскрываться как женщина. Что изменилось в вашей жизни? Кроме внутренних таких переживаний, связанных с ощущением своего тела, себя среди людей, во взаимоотношениях, причем в отношениях со всеми, и с противоположным полом, и с родственниками, и с друзьями. А внешне я стала снова носить юбки, украшения, достала свое рукоделие, и мне стало это снова нравиться. И я чувствую, что это вот часть меня, которую я упаковала в коробочке, я снова ее достала и наслаждаюсь этим. А какие-то другие практики вы пробовали для себя в мандале или только сам танец? Да, я была на медитации пробуждения источника, на кали медитации, ну и вообще женский круг. Мы в Санкт-Петербурге выезжали в область на берег Финского залива. Это было очень красиво и очень, очень приятно. И что практики дали вам еще? Ваши внутренние переживания, потому что это очень важно, потому что и кали-медитация, и пробуждение источника очень сильные сами по себе практики, поэтому очень важно поделиться, что они пробуждают у вас, какую силу дают. Пробуждают чувствование своего тела. То есть я вот очень люблю учиться, читать книжки, развивать там память, мозг и так далее. Вот, и при этом совершенно забывала о том, что у меня там есть тело, которое душа, я могу все это чувствовать. Вот, то есть все в мыслях. Вот, то есть внутренне я стала чувствовать свои органы больше, улучшилось. Да, вообще, это и йога тоже мне это дала, в принципе. Обоняние улучшилось, цветовосприятие, то есть развитие по полным, по всем, всех чувств. Я считаю, что это просто волшебство на самом деле для женщин, для всего нашего общества. Меня зовут Лариса, я из города Ставрополя. Я психолог и прошла очень много сама тренингов по развитию женственности. Мне очень хотелось развить в себе эту женственность. Я прочитала очень много книг. И людям, которые ко мне приходят, женщины тоже, моя любимая метафора, которую я всегда говорила, приводила так бессознательно, что раньше, чтобы стать мастером, отдавали в подмастерье мастерам. И много лет человек жил рядом с мастером, делал какие-то, научался делать дела и таким образом тоже обучался. И только сейчас осознаю, что вот женственности как раз-таки можно и научиться, эту передачу принять можно только от женщины. Поэтому в мандалу я пришла для того, чтобы развиваться и раскрыть в себе свою женственность. Я очень долго искала, что это такое, как это раскрыть свою женственность, как это. Это только ли движение, или только какие-то мысли, это какие-то действия, или это, как это быть изнутри вообще женщины. Вот эту правду и истину я искала самой себе. Благодаря мандале, придя сюда, благодаря Танит, Маечке,
я теперь раскрываю свою женственность. Я проходила еще другие практики. Калиевая медитация мне помогла сбросить очень много напряжения в теле, те блоки, которые накопились, войти в свою силу, почувствовать свою силу, принять свою силу. Это так важно, вот, как Майя говорит, быть и в своей силе, и в то же время расслабленной. Тогда все получается, и тебя слышат, и все спорится, все ладится. Что изменилось в твоей жизни? В моей жизни изменилось то, что у меня растет дочь, и она для меня тоже как большой учитель. И в наших отношениях мы счастливы, мы развиваем друг друга. Я счастлива на работе. У меня есть друзья, у меня появляются новые подруги. Мне это очень радует. Меня зовут Наталья, я из Москвы. Я свое состояние от мандалы выражу, расскажу своими стихами, которые ко мне пришли, я записала их. Я никогда не писала стихов, просто я их записала. Они мне откуда-то сверху пришли. Развязанный пояс, распущены косы, и руки, как ветви молодой березы, и льются потоки, и сверху, и снизу, и слышится голос, и ласковый вызов. Войду в эту реку, и стану водой, войду в эту радость, и стану струной, войду в эту жажду, и стану тобою, войду в пустоту, и стану собой. Это моя молитва теперь. Прекрасные слова. Это мандала. Я думаю, что что-то еще сказать. А ты уже все сказала. Этими словами уже все сказала. Да. Спасибо тебе большое. Меня зовут Гульнара, я из Уфы. Я хочу поделиться своим опытом с теми, кто будет смотреть это видео, с вами, мои любимые сестры. Мандала в мою жизнь вошла очень осознанно. Я ждала этого процесса и не понимала, как это должно выглядеть. Я не понимала, какого наставника я должна встретить, чтобы пробудить в себе свою женщину. Для меня это был очень осознанный поиск. То есть я отправляла этот запрос осознанно и просила, что я уже столько научилась, я уже столько умею. Я в своей жизни встречала очень мудрых, умных наставников, но это были мужчины. И они научили меня очень многому. Я достигла успехов в бизнесе, я достигла успехов в социальной сфере. Я открыла в себе какие-то очень духовные, очень, скажем, мои такие тайные аспекты моей души. Но я понимала, что не все вопросы решены, что моя женщина спит. И для меня это было таким уже тревожным звонком, что я начала себя чувствовать в каком-то очень таком ожидании, поиске. Мне было очень тяжело. И когда я нашла мандалу, нашла Майю, Танит, ликовало все мое существо, ликовало все мое тело, ликовала вся моя душа. И я была настолько счастлива. Я поняла, что именно это то, что я искала. Именно то, через что я могу проявиться как женщина. И я поняла, что это огромное счастье в женском теле проявляться как женщина.
изменилось в моей жизни очень многое. Я изменилась физически, я изменилась эмоционально, ментально. Мои близкие, мои коллеги, сотрудники, все те, кто окружает меня, они все видят эти перемены и зеркалят мне. То есть они отображают все мое состояние вот этой гармонии, вот этой мягкостью, вот этим наслаждением жизни. То есть в моей жизни появилось очень много наслаждения. Я поняла, что это очень женская суть — наслаждаться жизнью. И это так красиво, и это все благодаря мандале. Про практики я хочу сказать, что кали-медитация пробудила во мне мою силу. Я теперь не стыжусь своего гнева, я вхожу в него осознанно. Я теперь это делаю со смаком, с таким вот прямо, со всей своей силой. И если гнев есть, я не сужу себя теперь за это. Я проявляю его, не нарушая чьей-либо свободы и не вредя себе в том числе, не останавливая этот гнев. Кали-медитация это сделала со мной, да. Пробуждение источника — это очень сильная медитация для женщин, для тех, кто хочет вернуться тоже в свою силу, в свою правду. Я считаю, что эти практики просто очень необходимы, потому что одно дело — ты развиваешь мысли, духовность, плавность линий, мягкость речи, женственность в наших красивых юбках, в рюшечках, в сережечках, в цветочках. А другое дело, когда твое тело отзывается на все это, когда тело втекает в эти энергии очень плавно, когда оно становится частью этих энергий. И все эти практики, они помогают освободить от этих блоков, от запоров, от заторов, от кирпичиков, которые не дают нам разогнуться, не дают нам быть гибкими, не дают нам быть слабыми, легкими, грациозными. Надо освободить это тело через вот эти практики. Это потрясающие практики, они мне очень нравятся. Ну, и вообще в целом, когда ты встречаешь красивых женщин на женском круге, каждый новый женский круг, мои родственники увеличиваются и увеличиваются. Моих сестер становится все больше и больше. Это такой потрясающий опыт. Раньше женщины для меня были соперницами, а сейчас это мои любимые сестры, и я искренне люблю всех женщин, с которыми я встречаюсь. И это все благодаря мандале, потому что она поменяла угол зрения, что сила, когда мы все вместе, а не когда мы врозь и когда мы в борьбе. То есть надо переходить в другое качество, в силу совместную, в красивую. И чем больше будет таких женщин на этой планете, тем раньше эта планета станет красивее, мягче. Будет очень много любви. Ее и сейчас много, но будет еще больше. Спасибо большое.
зовут Элина. Я приехала из Белоруссии. Я вообще начинающая женщина. А танцы мандала я узнала в этом году только весной из Ютуба. Название услышала, нашла в Ютубе и начала пробовать танцевать дома. Но сразу заметила, что стало спокойнее. Начало подниматься настроение. Захотелось вот что-то вот радоваться, потому что я занималась бизнесом, и это, соответственно, откладывало на меня определенные отпечатки в характере. Чем больше я танцевала, тем больше я чувствовала, что мне чего-то не хватает, каких-то более глубоких знаний. Я нашла сайт маечки, позвонила и приехала на рождение. Вот я прошла рождение, и мне каждый день, каждая практика освобождала меня от всего, вот как какая чешуйка с меня каждый раз спадала, отрывалась, и я возвращалась к себе, к своей природе. Каждый раз это были через слезы, но это были слезы очищения, слезы освобождения. И я вот приехала на мандалу, на танец. Мне очень комфортно и здесь тоже, потому что вот вчера в медитации я видела, как открывается мое сердце, открывается грудная клетка, и у меня из сердца свет, из области сердца. Вот я раньше, да, вот сердце открыть, я не понимала. Вот как это открыть, мне было непонятно. А сейчас это чувствую. И мне до такой степени комфортно. У нас в Белоруссии такого нету. И наши женщины, центры есть, но они совсем не такие. Я ходила, я тоже искала себя. Вот. И нашла я только вот у Майи в этом танце и во всех этих женских практиках. И для меня это настоящее. Ты недавно в практике, да. Но скажи, пожалуйста, вот наверняка что-то уже происходит в твоей жизни, что-то ты заметила. Вот просто в твоей жизни, как это проявляется, что дала тебе практика? Вот проявляется. У меня было время, я сидела возле подъезда, мне захотелось позвонить девушке нашей из группы. Мы с ней познакомились на рождении. Она замужем, неудобно, вовремя, не вовремя. Почувствовала, позвоню. А она стояла в пробке, и пока за 2 минуты разговора, она час стояла или 1,5, она выехала и говорит: ты волшебница! И вот сегодня благодарила. Она не могу 10 минут возле дома, а не могу выехать. И говорит, сама незаметно, как в разговоре, она выехала, и вот это вот начало. Да, вот вообще я спокойнее становлюсь, как-то вот чувствую вообще мир. У меня ноздри стали чувствовать, ощущение появилось. Вот так. Спасибо большое. Спасибо, Элла. Меня зовут Людмила. В практике я уже с 2009 года, танцую давно, и храмовый танец мандала очень гармонично вошел в мою жизнь. Когда передо мной стал вопрос, кто я такая, я в женском теле, но я себя не чувствую женщиной. И когда я услышала про Майю, когда мне рассказали, что есть такая практика, что есть храмовый танец мандала, и когда я первый раз потанцевала, я поняла, что это мое. Все мое существо отозвалось на этот танец. То есть это через этот танец, через эту практику мое ощущение себя женщиной начало расти ото дня. Конечно, за это время очень много произошло.
Были слезы, была боль, была радость. То есть я проживала весь спектр эмоционального плана, который существует у человека. И гнев, и ярость, все проживала. И эти качества помогали мне через практику соединяться с собой, принимать себя такой, какая я есть, не отвергая те или иные качества, уходя от разделенности и приводя себя в центр. То есть я начала изучать себя как существо, не только как человек, не только как женщина, но и то существо, которое приходит сюда, в этот мир. Изучать себя, изучать этот мир, радоваться ему. Практика наполнила меня глубиной, раскрыла меня, дала мне ощущение жизни, ощущение радости. Ощущение единения не только с собой, не только с теми женщинами, которые меня окружают, не только с теми людьми, которые входят в мою жизнь, но и со всем существом, которое наполняет это пространство, эту планету, эту Вселенную. Это моя история. Я Евгения. Я пришла в танец мандала постепенно. Сначала всю жизнь я танцевала, занималась спортом активным. С раннего детства меня отдали в большой спорт. И всю жизнь я танцевала разные направления. Потом я перешла к различным практикам, медитациям, йоге. И жизнь меня свела с контактной импровизацией. Для меня это было как ступень к мандале. Контактная импровизация учит свободе, которую я искала всю жизнь. Я всю жизнь думала, что я на самом деле живу, что вот у меня все есть, вот это есть, я что-то делаю, но на самом деле улетала мыслями в какое-то будущее. Я думала, что мне вот это нужно достичь, вот это. И думала, вот тогда я на самом деле буду счастлива, свободна. Но пропуская вот эту жизнь через себя, я ее не замечала. Она летела мимо, а будущее, оно все равно не наступало, и либо оно наступало каким-то иным способом. То есть не так, как я ожидала, как у меня это было в мечтах. Где-то в закрытой комнате я часто танцевала, как мне хотелось, чтобы никакие там люди не видели меня и не говорили, что так нельзя делать. Я хотела свободы, искала ее. И нашла ее сначала в контактной импровизации, а потом в танце мандала. Танец мандала, он как наиболее короткий путь для меня к свободе, к ощущению жизни прямо сейчас. Я понимаю, что вот я сейчас дышу, сижу, двигаюсь, что-то еще могу делать, я там, не знаю, я могу заплакать, можно? Но я просто могу жить и что-то делать просто вот прямо сейчас и радоваться этому. Я желаю вам ощутить это наслаждение, присутствие себя внутри, как дома, как растворение во всем мире, и когда уже нету каких-то границ и преград. Я помню, все время я летела где-то в бронепоезде. Обычно люди там летят, ставят себе цели и летят, ничего не замечая вокруг. А жизнь-то, она вот она, собственно, здесь. И вот теперь я ощущаю эту жизнь здесь. И все больше я вижу, что находится вокруг. Я радуюсь этому. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Анна, духовное имя Аниэль. Я практиковала с 17 лет медитацию Оша, ходила на группы, близкие мне и восстанавливающие меня тоже, которые давали мне ощущение жизни и соединения с собой. Но так как эти группы очень большая редкость была в моем городе у того мастера, который мне близок, я искала какие-то занятия, которые могли бы поддерживать меня каждую неделю, каждый день. И в медитации ко мне пришла картинка женщин в круге, которые каждая со своей энергией, каждая со своим достоинством
никто не унижает друг друга, никто не возвышается. И, видимо, была внутренняя такая необходимость женских встреч, таких поддерживающих, настоящих, потому что не просто каких-то бесед в кафе, встречах, а именно на таком уровне соединения с собой, когда женщины двигаются в себя, делятся, и вот эта встреча женщин, их энергии, в их энергии настоящей, вот это для меня большая ценность. С Майей я встретилась этим летом, в 2012 году. Ну, так как я уже занималась танцами мандала, ходила к преподавателю, для меня это был как подарок судьбы. Вот один день я провела с Майей и поняла, что это мой мастер. Я очень избирательна в мастерах, очень избирательна в практиках, которые я посещаю. И я почувствовала в этом какую-то правду, и ту правду, которая может помочь именно мне, может помочь раскрыться мне, быть своей энергией, быть собой. Меня зовут Алена. Я приехала из Киева на этот семинар. Привело меня сюда то, что двигало мной внутри. С мандалой я знакома полгода, с февраля месяца. Этот танец просто кардинально изменил мою жизнь. Он вошел мягко, ненавязчиво, как таинство, как какое-то совершенство, которого я долго-долго искала. Я раньше не занималась ни йогой, немного занималась танцем, но всегда был в моей жизни спорт. Вообще, сама по себе я работала финансовым директором. Вообще, отношения никакого не имела к этому. Но когда я познакомилась в Индии с этим божественным танцем, это действительно я могу назвать божественным, потому что дело в том, что он буквально расцветаешь внутри, когда занимаешься этой практикой. Это что-то среднее между практикой и самим танцем. Я в течение полугода посетила несколько семинаров, которые были непосредственно связаны именно с этим танцем. И вот сейчас, в сентябре, меня, так сказать, дорога привела на этот семинар. От этого семинара я уже 4-й день и получаю реально удовольствие. Это, кстати, очень редко, когда от семинара получаешь действительно удовольствие. Первый день это было начало, это просто знакомство, а вот к 4-му ты уже разворачиваешься. Я чувствую, как все внутри просто расцветает, просто расширяется. Вот чувствую, просто ощущаешь себя, как распускаешься в бутон. Эти практики очень удивительны. Сам танец. А самое главное, вот уже сегодня я почувствовала вот то, что должно вести человека, и то, что объединяет именно женщин друг к друге, ощутить вот эту силу, которая объединяет, настраивает к лучшему, изменяет всю жизнь вокруг. Это очень теплое ощущение. Это то, что не дают ни психологи, никакие другие работы над собой, ни чтение. Именно вот такая практика, именно музыка. Это все вместе так объединилось. Оно ощущается, что это не выдумано, оно реально как-то идет изнутри. Мне еще очень близка именно то, как ведет Майя сам семинар. Семинар действительно очень-очень сильный. Я ощущаю это буквально каждый день. Он начинается по одному, а к концу дня ты вроде бы в течение дня ты разворачиваешься, у тебя поднимаются различные ощущения. Ты чувствуешь буквально каждую частичку своего тела, каждую клеточку, а к концу дня она как сворачивается. Оно как будто заворачивается в удивительную пиктограмму, или можно сказать мандалу. Вот реально этот танец получил именно такое название, какое именно ты ощущаешь внутри, когда его танцуешь. Еще хотела бы сказать о том, что вообще за полгода, которые я в этой практике, в этом танце, в моей жизни очень кардинально изменилось отношение к
саму жизнь, качество самой жизни, я стала очень многое ценить, особенно тех людей, которые рядом. Я сама изменилась, я увидела, как оно ведет, как оно приводит к тому, что ты начинаешь очень хорошо ощущать себя. Ты идешь навстречу, и я к чему-то таинственному, к чему-то очень-очень трогательному, святому. И именно это ты пытаешься чувствовать в других людях. Не ту внешнюю оболочку, которой мы привыкли, которая там навязывает нам мир, а именно то, что у них изначально заложено изнутри. За это время я раньше никогда не занималась творчеством, а сейчас я начала фотографировать. У меня много фотографий. Сейчас у меня возникли другие интересы. То есть творчество сейчас просто как маленький-маленький росточек, оно пускает изнутри и распускается благодаря этому танцу. На этот семинар я приехала ради практики, в первую очередь, именно практики, потому что это очень важно, получить ее от первоисточника. Я занималась практикой мандала в Киеве под руководством 2 девушек. И то, что я ощутила именно на этом семинаре, в корне отличается от того, что я испытывала раньше. Потому что здесь четко уже выстраивается то, как постановка рук, спины, как я учусь синхронности движений, единение именно в танце, в движении рук и ног, корпуса. Это все очень ценно дополнено практиками, которые мы получаем и проходим во время семинара. Они целостно гармонизируют с этим. И каждый день буквально такое впечатление, что ты открываешь и поднимаешься все выше и выше, буквально по каждой клеточке. И даже ощущаешь то, как внутри у тебя появляется какой-то удивительный цвет. Тот цвет, который и нужно, чтобы мы дарили людям, и тот, который нас приведет и расцветет те люди, которые будут рядом. В первую очередь наши женщины. Меня зовут Оля. Танцы мандали я совсем недавно. Я первый раз соприкоснулась с этим чудесным творчеством в Санкт-Петербурге, когда Майя приезжала и проводила мистерию танец мандала. Я помню, что тогда на меня большое впечатление произвела сама Майя, сама ее энергия, то, что она несет. Она действительно дает, она передает свои знания, свой опыт через танец. А дальше, когда я стала практиковать у Татьяны Першиной, которая у нас в Санкт-Петербурге ведет мандалу, я стала погружаться в удивительное пространство. Это пространство гармонии внутренней, это соединение с собой, как бы возвращение домой. Это сложно описать словами. Это очень красиво, и это по-настоящему, это искренне, это такая ясность, это то, что дает танец. Мне очень нравится, что танец очень плавный, и ты очень чувствуешь эти энергии, которые гармонизируются внутри, и состояние меняется. Ты начинаешь чувствовать свое тело, ты начинаешь его слушать, потому что все блоки, все страхи, вся боль, все в теле. Тело тебе говорит, где, что. Ты начинаешь замечать, наблюдать, и открывается очень много. И для меня танец мандала — это не просто танец, это, можно сказать, это духовный путь, который ведет к наполнению, к раскрытию, к ясности. Он раскрывает, он позволяет видеть вещи ясно, позволяет видеть истину себя и всего, что вокруг, природы, людей, близких, родных.
И для меня, пожалуй, это наибольшая ценность, которую я выношу из этого танца. Я безумно благодарна Майе за то, что она дает и несет женщинам. Это очень важно для нашего общества сейчас, в наше время. Это очень ценно.